Если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать это достаточно просто, зайти в магазин, в раздел «Ежемесячно» и здесь вот нажать «Ввести код автора». Код автора я указываю в каждом видео, в описании, и вы видите его на экране. За ввод кода вы получаете доступ к некоторым скидочным наборам, вот эти вот со значком вот этим. Также вы получаете небольшой подарок в виде одного гелиолита. Также в описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал, я вам за это премного благодарен. И всем снова здравствуйте, мы находимся на глобальном сервере, у нас 19-й день сезона. И это значит, что уже завтра будет последний день перед подсчетом скоростных прохождений, третий этап. Третий этап, кто не знает, для новичков скажу, что это последний этап скоростных прохождений, ну я имею в виду именно подземелья. И я советую не откладывать все на последний день, это на самом деле утомительно. Утомительно все в один день проходить. Дисциплин здесь много, стихий много, да, и вот это вот все в один день, это слишком тяжело. Поэтому давайте начнем это делать заранее. Ну и тем более, как бы, когда видео выпускаешь, да, его, конечно же, лучше вам заранее выпустить, чтобы вы могли хоть какое-то время им воспользоваться. А когда в последний день выкладываешь, то уже, собственно, смотреть-то и некому. И я изменю подход к подаче. Я буду делать отдельное видео на каждую связь стихий. Мне кажется, это не будет таким перегруженным видео тогда, оно будет смотреться легче, оно будет информативнее, это будет удобнее. Тем более, что чаще всего я, например, как прохожу вот эти все дисциплины. Я именно так и делаю. То есть я беру одну связь и прохожу все дисциплины. То есть заканчиваю это и потом начинаю следующую. Ну, я думаю, что так будет удобнее. Связь стихий у меня вот такая. То есть обращу внимание, что огонь, свет у меня здесь вообще не прокачан ни на снижение, ни на увеличение. И причем сопротивление тоже у меня не прокачано. И мы начнем с команды полыхания. Команда полыхания у нас тут, я бы сказал, омрачена после обновления появлением команды ауры. Почему омрачена именно? Потому что, ну, не должно быть так, что одна эксклюзивка без пробуждений, без артефакта наносит больше урона на воронке, чем рук плюс 5, вся команда плюс 5 с артефактом. Это какой-то маразм на самом деле. Но мы здесь, конечно же, не об этом. Итак, команда ауры у нас здесь. Она доминирует. Не везде, скажем так, но довольно-таки легко и просто закрывает все подземелья. Начнем мы с, получается, это у нас ядовитая могила. Ядовитая могила лучше всего показала себя вот так вот. То есть здесь, как вы обратили внимание, нету анализис, хотя во второй команде топ-2 она здесь есть. И плюс ко всему еще и пробуждение. Но я обратил внимание, что урона у меня с запасом, а скорости не хватает. Поэтому я убрал анализис и поставил нашего любителя морковок Сагомирчика. Он у нас заливает Дианту. Дианта у нас на разломе и на заливке. Здесь у нас Сагомир, собственно, с ключиком. На мифические предметы не обращайте внимания. Вы можете ставить какие угодно. Ну, можно, например, вот этот поставить, потому что, по-моему, Сагомир успеет наложить вот эти ослабления, но здесь у нас есть Джорн, и у него эта вещь уже стоит, и он делает это первым, поэтому у Сагомира, в принципе, вот именно в этой команде какое угодно снаряжение может быть. Джорну желательно вот эта маска, потому что, ну, я сравнивал, и с маской быстрее получается, то есть ставил часы, с часами чуть помедленнее. В остальном, как бы точность, да, ну и в принципе все. Ускорение я сделал ему как можно больше, на всякий случай, чтобы он начинал ходить еще быстрее. Линкас у нас здесь немножечко атаки раздает, немножечко вот этого бонуса. Ну, что успеет там за 10 секунд, сами понимаете. Мелочь, но пускай будет. Лучше она пускай есть, чем ее нет. Атаки я ему сделал побольше. И часы, чтобы он успевал за Диантой. Все-таки Сагомир ее заливает, а Линкаса никто не заливает. Я поэтому поставил ему часы. И здесь попробовал ускорение навыков еще добавить. У меня получилось это плохо, но как получилось. Так, Линкаса я показал. И Таресия с колоколом. Я пробовал маску на крит урон, думал, может она казнить будет, но нет, урона там хуже и казни никакой нету. Также, если у вас получится, без потери к урону, можете ускорение навыков здесь ей добавить, потому что тогда она будет ходить чуть быстрее. У меня здесь слишком хорошая вот эта руна получилась, и ускорение навыков у меня здесь не получилось ей добрать. В остальном максимум на урон. Видим, что у меня избыток крит шанса, но это из-за колокола. Я здесь уже закалку кое-какую провел, такие вот вещи у меня. И давайте посмотрим, код, кстати, вот такой. Ну, все максимум в урон. Давайте посмотрим, как я это сделал. Тут никаких секретиков, да, ну в плане, что нюансов. Тем более это не факт, что самый лучший вариант. Не забываем про еду. Просто у нас еще мало кто отбивал. Мы здесь обращаем внимание только на очередность. Я замедлил, скорость я поставил поменьше. Почему? Чтобы Джорном вовремя снять усиление у босса. Дианта ходит первый, ее заливает Сагомир, потом Линкас, затем Таресия и тут же Джорн. Видим, что
Кстати, она не успела снять, точнее, Джорн не успел. Если бы мы сходили сначала Джорном, подождали, чтобы он снял вот это вот усиление, а потом сходили бы Диантой, может быть, получилось бы, кстати, еще быстрее. Как вариант. 9 секунд показывает, по факту там 9 с копейками, да, и он округляет до 10. Показывать здесь больше нечего, потому что здесь в основном команда Старесии, то есть аура. Есть, конечно, сбор, да, тем более с артефактом. 17 секунд вполне себе неплохо, но здесь просевший урон из-за того, что у нас здесь два героя поддержки. Ну и команда сбора, она долго слишком анимация вот это вот происходит у Телендора. Так в основном здесь в разных вариантах, как видим, команда ауры. В том числе, я так понимаю, команду с воронки просто поставил, 19 секунд выбил. Не будем здесь, наверное, останавливаться, потому что здесь я лучше ничего не покажу. Горение тоже 31 секунда неплохо справляется с Пайкстоном, с Ашетиусом. Ашетиус с артефактом. Кар даже на ракушке у нас. Синарел, Ардред. Ну, неплохое на самом деле время. Единственное, что все равно маловато. Хотя сложность, да, максимальная. Еще один Ашетиус. Здесь у нас Эманли, да? 51 секунда, довольно-таки много. Ладно. Это что касается команды на ядовитую могилу. Давайте посмотрим на проклятую. Как вы думаете, кем я проходил? Ну, естественно, той же самой командой. Абсолютно той же самой командой. Без каких-либо изменений. Видим. То же самое. То же самое. Обращайте внимание на расстановку, да? Дианта должна из-за вот этой вещи, пускай чтобы она атаку раздавала хоть немного Торесии. И Линкас тоже. Ну, сами понимаете. Если вы до сих пор не знаете, как эта вещь работает, то есть слева и справа от того, кто одет вот в эту вещь, тому вот эта раздача происходит. Тут так и написано. Соседних союзников в том же ряду. То есть соседи, то есть слева и справа. Ну, та же самая, в общем, команда. Ничего тут другого нету. Я здесь даже показывать, в принципе, не буду. И, в принципе, второе и третье место тоже такое же, как и там. Те же самые люди, те же самые команды. Ну, потому что, сами понимаете, у таких команд, которые так быстро справляются, тут не важно, кто перед нами, да, они просто поставил в другое подземелье, и происходит все то же самое. Быстро и легко. Я имею в виду вот так вот расстановку. Видим, что Линкас слева от Торесии, да, ой, наоборот, справа, и слева у нас Дианта. Сагамир также Дианту заливает. Она ходит первой, заливает остальных, накладывает разлом. И, в принципе, все. Джорна я выключил, Сагамир выключил, чтобы время не уходило на анимацию. Торесия бумс делает. И все быстренько добивается. Девять секунд. Здесь у нас, по-моему, есть вариант, да, со сбором на 12 секунд. С артефактом. Если вдруг кому-то нужен. Вполне себе неплохой результат. Глэдис без артефакта. Ну, я бы на самом деле, я поставил бы ему разлом, а есть все-таки артефакт. А, может быть, у него нету, я не помню. Саша, у тебя есть или нету? Я не помню. Это наш суальянсовец. О, здесь он даже использовал зачем-то Виньяру. Нарушил связь стихий, потерял кучу времени. Странно. Ну, видимо, не успевал до 18 секунд, и они умирали, и он был вынужден. Но там вроде бы и в команде огня, то есть по связи стихий можно было лучше выбрать, не потеряв связь стихий. Ну, странно, очень странно. Тоже повторил человек. Здесь у нас Синарел. Так, пропустим. Потому что здесь одно и то же. Ну да. Все одно и то же. Давайте посмотрим наш сбор. Я понимаю, что послезавтра, скорее всего, это видео было бы информативнее. То есть у нас, скорее всего, завтра лучше отобьют, чем сейчас. То есть результаты изменятся. Но кто их тогда применять будет? Новички? Новичкам это бесполезная информация, потому что у них в первом сезоне всех этих героев ну точно не будет. Телендор, Глэдис. Кстати, Телендора, наверное, можно было все-таки пустить после Глэдис. И было бы получше. Хотя, может и нет. Видим, что вполне себе. 12 секунд. Очень шустро, очень дерзко справляется. Так, следующее у нас жаба. В жабе есть кое-какие изменения. Чтобы добиться такого же результата, видим, что те, кто набивал за 10,
у них на секундочку сдвинулось. Чтобы мне сохранить этот результат, я кое-что изменил. Сейчас я вам покажу. Так, ну они, в принципе, ту же самую команду использовали. Поленились что-то менять, поэтому у них время... Так, ладно, давайте сначала себя покажу. Вот все, что я сделал. Все, что я сделал, это поставил сундук. Зачем я его поставил? Ну, я надеюсь, что вы догадываетесь. Здесь у меня ускорение навыков. Видим, что он очень шустро ходит. Возможно, что это важно. В остальном команда та же самая. Абсолютно та же самая. Давайте посмотрим. Расстановка такая же, только единственное, что, как я уже сказал, сундук. Естественно, я сундук поставил для того, чтобы жаба, если вы не знали, не замечали, она нас здесь отпихивает. И вот это вот отпихивание, оно мы из-за него теряем целую секунду. Чтобы она не успела нас отпихнуть, чтобы мы успели нанести весь урон. Кстати, это не самый лучший вариант, потому что еще разлома не было. Поэтому я поставил сундук. То есть он ровно столько замедляет жабу, чтобы мы успели нанести весь свой основной урон до того, как она нас отпихнет. И тогда мы эту секунду не теряем. И тогда у нас время сохраняется, как и на остальных подземельях. То есть ничего такого сверхъестественного. Просто сундучок. Я пробовал поставить оленя. Причем оленя поставил с этим, с блокировкой ударов. Я думал, что это отпихивание заблокируется, если у нас есть блокировка ударов. Питомца я имею в виду. Но нет. Из-за того, что жаба накладывает яд, она снимает эти защиту от ударов, и отпихивание срабатывает. И мы теряем ту же самую секунду. Давайте пройдемся по нашему топу. В общем, весь топ у нас теперь заполонен, осквернен вот этими вот существами. Разработчики, конечно, сделали мету. Ой, в кавычках очень интересную, да, играет везде, играет где угодно, наносит моментальный урон. Если у команды разъедания, как бы я его не ненавидел, есть специфика, да, есть ограничения много, есть сложности с использованием этой команды, то у команды Ауры ничего, они вообще начали на расслабоне, они живут так, как хотят, понимаете, как им велит сердце. А сердце велит им просто нагибать везде. На воронке, в скоростных, в подземельях, на арене, в шахматах, где угодно. Вот, пожалуйста, команда Ауры. Ну, мне не нравится такое, конечно. Такой баланс, дисбаланс. Дисбаланс здесь был всегда. Здесь баланса никогда не было. Но вот чтобы настолько... Ну, это как-то... Даже команда разъедания, как бы она не раздражала многих в свое время, да, когда конкурентов у нее не было на воронке. Но... Ну, там на боссах. Но все равно у нее были ограничения. И... Допустим, на арене она вообще не играла, ну, кроме Шмыгли +5. Там... На старте сезона тоже. То есть... А вот эта вот Аура, она просто играет везде и всегда. Плохо? Плохо. Может быть, ее понерфят. Нечестивые руины, как вы думаете, кем я проходил? Проходил абсолютно тем же самым. Без сундука, то есть в первом варианте, то есть с котом. Я даже показывать не буду, я тут ничего не менял. Просто та же команда, использованная везде. Правда, единственное, что у него почему-то здесь 11, а не 10. Ну, может быть, он еще переиграет. Та же команда сбора, 12 секунд. Отличный результат. А в остальном то же самое. Просто команда Ауры везде. Ну, по крайней мере, пока что. Может быть, завтра здесь какие-то новые интересные вещи появятся. Пока что вот так вот. Ничего нового, ничего интересного. Все одинаково. О! Горение. Ничего себе. Интересный состав на самом деле. 56 секунд это, конечно, долго, но состав интересный. С ФАЭСой. Понятно, ФАЭС она у нас снимает, иммунитет дает. Так, ну, по-моему, кстати, я что-то поменял. Сейчас посмотрим. Что-то, по-моему, поменял. Ключик. Колокол. Да нет, вроде бы ничего не менял. Линкос. Да, вроде бы ничего не менял. Все то же самое. Ну, давайте посмотрим. Хотя смотреть особо не на что. Ну, давайте посмотрим. Раз уж мы начали. Расстановка такая же, видим, да? Дианта, Линкос и Тарессия. Если Дианта сразу разлом не накладывает, они обычно медленнее справляются. То есть обращайте внимание. Желательно, чтобы она сразу перед Тарессией уже наложила вот этот разлом. Тогда быстрее, просто быстрее. Ну, это логично, потому что удар у Тарессии сильный. Да, она потом стрелами основную часть наносит, но вот этот удар, который одноразовый происходит, он тоже неплохой. И лучше по разлому, конечно, его делать.
Так, и вот это вот интересно у нас получилось. Древнее поле битвы. Здесь из-за того, что здесь уже у меня нехватка урона. Если во всех остальных дисциплинах у меня был запас, даже при том, что из всех таресий, да, которые у нас в топе 3, у меня одна из худших. Но у меня все равно был запас по урону, я мог тут выделываться. Менять других там этих, убирать анализис ради разгона дополнительного. Здесь так не вышло. Здесь важен именно урон, высокий урон. Только он позволит быстро пройти, потому что босс накидывает на себя усиление, снижающее урон, и мы должны пробить их. Причем за очень короткий промежуток времени. Первое место у нас здесь 15 секунд. У него, во-первых, Дианта плюс 5, во-вторых, у него, что очень важно, плюс 2 Таресия. Это значительная прибавка к урону. И, кстати, у него на 1000 атаки больше, чем у меня. В остальном видим, что примерно то же самое. Он, кстати, даже не заморачивался. Я так понимаю, это команда с воронки, просто добавил Джорна. Мне кажется, он даже не заморачивался. По-хорошему, если он заморочится и поменяет тут вещи, переберет, то он сделает это быстрее. Возможно, он именно этим завтра и займется. Я смог выбить 18 секунд с Сагомиром. Джорна я убрал, сейчас вы увидите в бою, почему в нем смысла здесь нету. Я Сагомиру убрал вещь, потому что у него атака становилась выше, чем надо. То есть у меня в команде должна была быть атака больше у нее. Почему? Потому что я здесь использовал шахлу. У нее, кто знает, пассивный там навык, да, на критический урон. Он срабатывает на союзника с наибольшей атакой. Но шахлу я уже убрал, а у Сагомира вещь так и не поставил обратно. То есть это было чисто актуально для шахлы. Линкасу я убрал часы, потому что еще раз вы увидите в бою, что здесь ускорение так не нужно, как раньше. Почему, увидите в бою. Анализис я здесь все-таки поставил, с ней получилось наиболее стабильно. Как я уже сказал, здесь нехватка в уроне. И такой командой я смог вот за эти 18 секунд более-менее пройти. И давайте посмотрим. Расстановка такая же, единственное, что анализис, конечно же, в Таресе у нас вселяется. Дело в том, что вот здесь вот босс снимает все усиления. И мы никак. Я пытался замедлять босса сундуком, ставил Хульдерга, сбивал ему ульту, замедлял его сильно. Не успевают здесь нанести урон. А вот здесь вот босс снимает все ослабления, и без разлома, без ослабления вот этого питомца нашего, урон у нас падает очень сильно, и никак я быстро не успевал бить. Поэтому я убрал все эти ускорения, сделал максимальный урон в ущерб скорости, потому что она оказалась не нужна. Я выжидаю вот этот навык, он ничего не снимает, потому что я ему ничего не наложил. И как только он его использует, я начинаю свой цикл и быстренько его добиваю до тех пор, пока он не... чтобы он не успел. Он не успел, чтобы ударить основным навыком, иначе тут все умирают. Вот это главная специфика. Поэтому я убрал Линкасу часы, поэтому я убрал Джорна, поэтому я поставил анализис. Смотрим. Дианта, Таресия и Линкас. Кстати, Линкас что-то запоздал. Обычно Линкас первый был. И вот здесь вот уже они в конце кое-как успевают. Мы видим, что накладывались у босса усиления на снижение урона получаемого. И у них в конце урон сильно проседал. Но все равно они успевают до 18 секунд. И поэтому мы не умираем. Вот и вся специфика вот этого прохождения. Но он за 15 секунд, с учетом избытка урона, ничего не поменяв, по-моему, я уже показывал, да, его? Ну, еще раз покажу, я по-моему, показывал. Ничего не поменяв, за 15 секунд спокойно прошел. Потому что у него пробуждение. Давайте посмотрим. Он, кстати, не ждал ничего. Сразу сходил. Здесь у нас Дианта. И вот так вот. Ну, у него Таресия гораздо сильнее ходит. Кстати, может быть, был смысл на самом деле. Может быть, был смысл ходить сначала Таресией и не ждать ничего. Может быть, был смысл, потому что она там поначалу что-то разгоняется долго со своими стрелами. Ну, попробуйте. Я, может, завтра еще попробую тоже так. Но, по-моему, нет. Верц, который до этого у нас тоже был в топе 3, тоже с 10, там, с 11 секундами, здесь справился заметно хуже. 27 секунд, то есть он пережил ульту босса. Дианта на заливке, Джорн такой вот. Линкасу поставил артефакт, защитника. Не знаю, покажу вам. Может быть, вам именно эта проходка будет наиболее полезна. Все-таки скелет у нас мерзкий противник. Линкас, кстати, танкует. На Дианту он поставил анализис, обратим внимание, чтобы Дианта быстрее ходила. А зачем, не знаю. Видим сейчас, он хоп, сейчас все его разломы все снимет. Ну, вот из-за этого он потерял кучу времени. Да, урон неплохой, но вот у нас усиление на снижение урона, урон просаживается очень сильно.
И приходится долго-долго добивать, тем более здесь еще и включается вон баф на защиту. Ну и кучу времени он потерял, в общем, смотреть дальше не будем, здесь все понятно. Какие у нас здесь еще варианты? Варианты с Ардред есть. Ну, просто поставил танка, понятно. 32 секунды, пожалуйста. 33 секунды, через Джорна, долго, почти 2 цикла. Как он еще выжил при этом, не знаю. Ярик у нас здесь с Ардред, 47 секунд. Александр наш, он, по-моему, еще не бил здесь. А, нет, наверное, это все-таки этот результат. Уже на скорость, да. Пошел той же командой, но с учетом того, что очень высокий урон здесь, так сильно не разгуляешься, пришлось ему поставить Хульдерга, чтобы босса тормозить. И Ардред с посохом. Здесь еще у нас и желудь. И даже оленя поставил еще. Так, здесь у нас Виньяра, то есть разбил связь стихий, но справился очень даже неплохо, 57 секунд. С часами, с ускорением кучи. То есть, я так понимаю, он очень-очень сильно тормозил босса. Заливка, рок. Так, 59 секунд, то же самое, минута. Так, здесь у нас сундук и тоже Виньяра. Как вариант, как вариант. В общем, разные разновидности команды Ауры. И уже пошла 11-я сложность. Ладно. Итак, на этом мы закончим. Единственное, что я хочу, небольшое послесловие для новичков. Во-первых, для новичков информация, да, то есть вы это все знаете, те, кто давно играет. Учитывайте, что у босса есть специфика, да, то есть изучайте навыки, то есть как вы проходили, если вы не знали, как вы проходили, просто взяли какой-то код, либо какой-то командой прошли, не изучив навыки, то знайте, что вот здесь вот он, как я уже показывал, снимает все усиления, ослабления у себя. Это во-первых, то есть желательно разлом, если вы накладываете где-то здесь, лучше чуть-чуть подождать и наложить его здесь, потому что здесь он его быстро снимет, и вы урона много не нанесете. Во-вторых, вот этим навыком он делает проверку на самого дальнего союзника. Самый дальний союзник всегда находится по диагонали. То есть Анализис у нас исчезает с поля боя, и самый дальний союзник у нас получается Линкас. Причем вроде бы Дианта стоит, но у него всегда получается вот на эту сторону, самый дальний. То есть из двух вот этих, когда выбирает. Он делает удар и проверяет на сопротивление. Поэтому мы здесь сопротивление выкручиваем побольше, чтобы сопротивление происходило. Иначе он получит оглушение. Тогда у вас цикл испортится ваших ДДшников, да, и все пойдет не так, как хотелось бы. Причем оглушение на целых 5 секунд, да. И если это оглушение не пройдет, то он получает повышенный урон. И это важно, для скоростных прохождений тем более. Также учтите, что здесь он снимает все усиления. Чем больше он их снимет, тем больше урона нанесет, и тем больше урона себе повысит. То есть, если у вас команда живет без каких-либо дополнительных усилений, лучше выжидайте, пока он ударит, и только потом используйте там ваши бафы какие-то, защиты и все остальное. Если, конечно, вы выжить можете. По связям стихий, по ДДшникам я вам ничего не скажу. Я не помню, какая в первом сезоне связь стихий. Просто для начала просто пройдите сложность максимальную, какую сможете. Смотрите там видео, спрашивайте советов там в телеграм-группах, либо в игре, либо еще где-то. Либо изучайте сами этот вопросик, да. Пройдите максимальную сложность сами, для начала. Как только вы настроили команду так, что вы можете пройти его, потихонечку пытайтесь улучшить урон и скорость. То есть в ущерб, допустим, живучести. Если вы видите, что у вас живучести с избытком, начинайте пытаться увеличивать скорость или урон. Либо и то сразу. Когда у меня живучести хватает, я могу поставить, например, Сагамира и, соответственно, ускорить наш цикл. Как мы его начнем, да? Если бы у меня живучести не хватало, я бы тогда ставил какого-нибудь танка, например, Ардред. Все зависит от этого. То есть сначала пройдите как сможете, и потом начинайте улучшать скорость и урон. Ну, то есть и то, и другое. В зависимости от того, какой у вас там герой, да, тут не так много героев, которые у нас, допустим, увеличивают скорость. Сагамир у нас с помощью морковки заливает одного союзника. Джорн у нас заливает всех вообще. Также у нас одного союзника заливает Адольфус. Это можно использовать в том числе здесь. Мы раньше в ранних сезонах это использовали. И также, в других. Например, в Яде есть... не в Яде. Яд, только поддержка. Так, а где он? В Яде, например, есть вот этот вот Теодор. Он тоже делает заливку нашему союзнику с максимальной атакой, когда происходит контроль. Но есть проблема. На боссах иммунитет к контролю. И это здесь не сработает. Это может сработать только на ядовитой могиле. Это тоже учитывайте. У нас не так много союзников, которые нас либо сами ускоряются, либо ускоряют других. Например, вот здесь, в молнии в омертвлении, есть у нас, например, где она здесь? Вот она, Меган.
Она тоже, как вот Адольфус, похожая механика работает. Ну и все, сначала прошли, а потом начинаете улучшать результат по скорости. Подглядывайте там, как у вас, допустим, там на сервере союзники проходят. Смотрите, какие герои у вас есть, да, какие у них там навыки основные. Ну и вот все. А если совсем не можете разобраться, спрашивайте в телеграм-группах. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.